ёбаные паяльщики и паяйки, с вами снова я, Devil Byte, и сегодня наш выпуск будет посвящен, так сказать, DIY из говна снова, срала, мазала, лепила. И суть сюжета заключается в том, что на данный момент у меня есть кое-какие остатки, и выкидывать их жалко. Такого, скажем так, в голову ничего не пришло. Ну, практически ничего не пришло. И хотелось бы из этих остатков сделать что-нибудь красивое. Итак, все, что у меня есть, это вот такой вот остаток, кусок оргстекла 20 мм толщиной, два вот таких вот обрезка фанеры, по-моему, около 8 мм толщиной, но это мы попозже точно узнаем. Светодиодная лента, влагозащищенная, хотя это она будет не принципиально, и несколько баллончиков с краской, металлик золотой и сиреневая, и вот такой вот яхтный лак. Ну и хотелось бы из этого сделать что-нибудь интересное. Так, давайте попробуем. Перед созданием изделия я произвел измерения доступных мне материалов. Это было необходимо для того, чтобы понять максимально возможный размер, который можно использовать, так как материалы имели разный размер, форму и неровные края. После проведенных измерений я решил остановиться на следующих линейных размерах нашего изделия. Это 30 см в длину и 14 см в высоту. После того, как были определены размеры, необходимо было построить модель самого изделия. Я обычно для этого использую SolidWorks. Это отличный софт и предназначен он для точного математического построения объектов. Моделирование было начато с того, что я построил простейшую фигуру, а точнее прямоугольник из центра. Дальше я задал его линейные размеры в миллиметрах. Это 140 мм в высоту и 300 мм в длину. Согласитесь, что простая прямоугольная форма это не круто. И для того, чтобы получить более необычный вид, я решил использовать скругление верхних краев. И задал радиус скругления 50 мм. По моему гениальному замыслу, эта штука не должна была быть слишком легкой, так сказать. И при взгляде на нее хотелось, чтобы чувствовалась добротность и такой приличный вес. И при этом модель должна была иметь простой, но при этом лаконичный вид. В общем, суть изделия в том, что толстое 20-мм стекло должны закрывать две деревянных панели. Вообще я хотел сделать передние панели из дерева, но не смог его достать и обошелся фанерой. Также я думаю о том, как этот бутерброд соединить. Мысли о клее я отбросил сразу, так как хотел добавить в изделие немного индастриала. Поэтому в солиде я начертил отверстия и сделал эти отверстия диаметром 10,8 мм. Такие отверстия я сделал из расчета того, что они будут скрепляться болтами 10 мм, и болты должны легко проходить насквозь, а фиксироваться будут гайками снаружи. Итак, форм-фактор нашего изделия был рожден. Но впереди еще много работы. Дальше нужно было довести все до логического конца. Нужно было передать векторы во всем известный софт для написания управляющих программ. Это ArtCAM. Делается это довольно просто. Выбирается вид модели, жмем кнопку «Сохранить» и выбираем формат сохранения DXF, а затем сохраняем нужные нам векторы. А те векторы, которые не нужны, можно удалить сразу во время сохранения. Уже в самом ArtCAM я выбрал создать новую модель. Из-за размеров взял размеры самой заготовки. Это 15 см на 49 см. Я сделал это для того, чтобы было проще ориентироваться в пространстве, так сказать, где будет размещаться начало нашей программы управляющей. После создания импортируем векторы
сохраненные SolidWorks. После импорта нужно развернуть наши векторы на 90 градусов и разместить их по центру модели. Теперь можно приступить к самому интересному, это создание траектории. Собственно, это все делается просто в самом GuardCam. Выбираем меню траектории, новая траектория, далее траектория обработки по профилю. И тут уже приступаем к детальной настройке, но в подробности, пожалуй, я не буду вдаваться, так как речь сейчас немного не об этом. В общем, только что была создана траектория обработки по контуру, но у нас еще и отверстие. Сверла диаметром 10 мм у меня, естественно, не было, так как сверлить мне им попросту нехрен, поэтому отверстия будут сделаны методом фрезеровки по контуру внутри самого вектора каждого отверстия. Но кому интересен кусок оргстекла, закрытый двумя фанерками? Правильно, да никому, поэтому одну из панелей я решил украсить текстом, который профрезерую насквозь, также посредством создания управляющей программы WordCam, для того, чтобы надпись как бы светилась. И так лицевая панель была рождена, но перед фрезеровкой я решил покрасить фанеру сразу и дать ей подсохнуть. Но затем, как вы видите, я установил заготовку на станок и запустил управляющую программу, и сейчас появится первая панель. Кстати, фанеру я предварительно заклеил малярным скотчем, для того, чтобы избежать повреждения краски во время обработки. Дальше я решил сделать заднюю панель. Я подумал, что оставить ее ровно или также профрезеровать насквозь было бы как-то банально уже с точки зрения того, что подобная деталь у нас уже есть. В общем, я когда-то купил себе V-образную фрезу, так сказать, заделом на будущее. Случая попробовать ее не было, и я решил применить ее тут, сделав гравировку текста по средней линии. Помимо этого, на задней панели я добавил отверстие для того, чтобы вывести провода. Создал УП и приступил к фрезеровке. Панели я обклеил алюминиевым скотчем для того, чтобы потом покрасить эти надписи и как бы выделить их. Получилось, честно сказать, так себе. Во-первых, стоило задать глубину фрезерования немного меньше. И из-за того, что глубина была слишком большой, то некоторые части текста съелись, и получился он не таким читаемым, как я хотел бы. Ну и золотая краска, конечно, легла не очень. Видимо, потому что требовалось перед этим обработать дерево хотя бы грунтовкой. Ну и, в общем, я также поторопился снять фольгу. Дальше я приступил к разработке центральной части, которая состояла из толстого оргстекла. В общем, все, что нужно было, это добавить углубление под светодиодную ленту. После того, как я создал УП и
Естественно, я побежал фрезеровать. Я первый раз работал с подобными материалами. Из-за этого мне пришлось выставить настройки наугад, и все получилось не очень быстро, как я хотел, но и при этом я не сломал ни одной фрезы. В общем, оргстекло имело лишние прорези, так как оно до этого резалось до меня. Но так как оно будет закрыто с двух сторон, это не было критичным. Как видно на видео, свет вроде бы неплохо распределяется, но мне он казался каким-то недостаточно мягким, не таким равномерным, как хотелось бы. Это происходило из-за того, что стекло практически полностью прозрачное, и я принял простое решение – замонтировать его посредством применения своих не очень ровных рук и 240-й наждачной бумаги. Результат оказался более чем приемлемым, теперь свет ровно заливал все стекло. И настало время наконец-то собрать наше изделие воедино. Чтобы было интереснее, я взял светодиодную RGB-ленту, припаял провода, а с другого конца обжал их НШКИ. Для сборки я применил болты с большими шляпками, а гайки с закрытым торцом. К светильнику я прикрутил RGB-контроллер с пультом, для того, чтобы по настроению можно было подобрать себе цвет, а их там, к слову, более 128 оказалось, а также выбрать режим работы. Режимов было порядка 14. Как итог, получился вот такой вот необычный предмет интерьера, который и днем неплохо выглядит и вписывается в общую картину, и ночью выполняет функцию ночника. При этом свет не мешает спать, так как он достаточно мягкий из-за матированного пластика. Конечно же, это был мой первый опыт относительно серьезной работы с ЧПУ и такими материалами. Я потратил на это целый день и допустил некоторые ошибки. Часть ошибок, конечно, была сделана мной из-за спешки, а точнее из-за желания порадовать близкого человека, а часть просто из-за отсутствия опыта. Для того, чтобы этих ошибок не совершать, нужна была огромная куча данных. Это работа с деревом, с пластиком, с красками, режимы работы на станке ЧПУ с теми или иными фрезами и материалами. Ну и также опыт использования самого прикладного ПО. Но в целом, я думаю, получилось неплохо. Жду ваших лайков и комментариев. Всем спасибо, что посмотрели меня.